Привет, мои дорогие! У нас сегодня будет гадание на тему, которую вы тут предложили. И будет тема, девочки, на бывших. Вы с ним расстались, и давайте посмотрим его мысли о вас после расставания. И у нас сейчас в работе будет вот такое красивое Таро. Таро Дель Торо. И давайте посмотрим. Или Дель Торо. Может, неправильно произношу. И давайте, мои дорогие, посмотрим. Вы с ним расстались, и что да как. Но мы будем смотреть, девочки, не на 4 варианта, потому что это не с мужчинами, и прям разными будет связано, не по масти, не по стихии будем его смотреть, а именно будем смотреть расставание. Поэтому расставание у нас будет такое: вверх-вниз, влево-вправо, в плане том, что это будет два варианта, девочки, белое или черное расставание. И давайте посмотрим. Вот вы с ним расстались, да? Каково его отношение к вам сейчас, вот после расставания. Первый вариант. И, мои дорогие, карты аж отлепляться не хотят. Так, давайте посмотрим. Левый вариант и правый. Первый и второй. Вы с ним расстались. Что он о вас сейчас думает? Каковы его мысли? Радуется он, то, что он расстался с вами? Сожалеет или еще что-нибудь? В общем, давайте сделаем большой расклад налево и направо. И посмотрим, к чему это все. Что он о вас там сейчас думает после вашего с ним расставания. Давно вы ли расстали, либо совсем недавно, девочки, неважно. На каждый расклад мы сделаем такое что-нибудь поподробненько. Посмотрим. Вы с ним расстались. Его мысли о вас после этого произошедшего уже расставания с вами. Я думаю, многим это будет интересно, потому что иногда вот даже хочется посмотреть, полистать фотки бывших, посмотреть, что у них там сложилось. Но то, что сложилось-то ладно, а то, что они о нас думают, вспоминают ли они о нас, вот это интересно. Ну что, выбирайте, девочки, первый вариант или второй. Вы расстались, мы гадаем сейчас на бывших. Его мысли о вас после расставания. Первый вариант, второй. Левый и правый, девочки. Что он думает, черное или белое? Ну что, загадали? И давайте посмотрим. Вы с ним расстались. И первый вариант, девочки. Что он думает о вас после расставания? Он еще не догорел, не перегорел, он еще очень много о вас думает, вспоминает. Он сожалеет о том, что он с вами расстался. Он не нашел еще вам ту замену, которой можно считать, что она прям вас в чем-то превосходит. Да? Нифига, девочки, он очень много о вас думает, он вас вспоминает, он где-то сожалеет, да, о том, что вы расстались. Наверное, ходит в какие-то одни и те же там заведения, либо ваши вещи о вас. Ну, короче, очень много мыслей о вас. Очень много мыслей о вас. И это правосудие, 8-й старший аркан, да. Это он не нашел замены. Даже если он сейчас с другой, он в ней разочаровывается. Он сравнивает вас. И то прошлое, которое у него было вместе с вами, оно лучше, чем то, что он имеет сейчас. При любом, девочки, раскладе он о вас думает, он скучает, он переживает, а что, а да как, а почему. И на него очень резко нападают такие моменты, когда он прям, знаете, ну, в холодный пот бросает, когда он о вас вспоминает. Давайте еще посмотрим. Вы расстались. Что он еще думает о вас? Он считает, что время лечит, и чем больше будет время между вами, то он будет все это забывать. Но у него это психологическая драма. То, что вы с ним расстались, это у него отложилось в подкорке, на подсознании, и это является его какой-то психологической проблемой. При построении дальнейших отношений он будет бояться того, что было у вас при расставании. Он будет бояться либо этой боли еще. Ну, обычно, знаете, когда с кем-то расстался, уже еще какое-то время не можешь прийти в себя, а потом уже такое, типа, месяц, два какого-то. И ты думаешь, все, я за свободные отношения, ни с кем не буду встречаться, я не повторю своих прошлых ошибок, я не хочу, чтобы меня кто-то делал мне больно.
Или, это я в общем очень сказала, да, но вот его это расставание с вами наложило на него очень сильный душевный отпечаток. Это психологическая даже какая-то, ну не болезнь, да, но психологическая проблема. И он ее сам не решит. Он думает, что время лечит, да, но дело в том, что вот, возможно, какой-то психолог может ему помочь, да, вот через пройти через вот этот гештальт. Гештальт, девочки, это то, что он сам в себе проживает, прожевывает, да, и это будет очень сильно влиять на его последующие отношения, либо уже влияет. Вы расстались. Какие у него мысли о вас? Король, король Пентаклей и Верховная Жрица выпали здесь. Он, девочки, он не может вас забыть. Он не может от вас отвязаться. Вы в его мозгу присутствуете, вы в голове его живете. И это то, что его делает на данный момент. То есть он не то что оборачивается и думает, да вот как эту жизнь прожить, оборачиваясь на то прошлое. Нет. Дело в том, что вы его жизнь-то изменили, его отношение вообще к жизни тоже изменили. И вы как все равно все время присутствуете рядом для него. И вы реально влияете на его дальнейшие какие-то действия. Он либо нахватался от вас, может, знаете, умного чего-то, он нахватался от вас каких-то принципов жизненных или еще чего-то, да. Ну, короче, после вас его жизнь изменилась, и она уже никогда не будет прежней. Он не может выкинуть вас с головы. Вы расстались, его мысли о вас. Аркан силы выпал. Он будет как-то пытаться влезть в вашу жизнь опять. Вот у меня недавно сейчас вот был расклад, да, на тему, девочки, что он думает, да, о вас. И там был какой-то вариант, один из, очень похож на то, что у вас выпадает здесь. Тут дело в том, что мужчина будет как тень. Возможно, даже преследование с его стороны. Он как тень ваша будет. И как-то он будет все равно в вашу жизнь просачиваться. Возможно, как инкогнито какой-то. Возможно, даже под личиной. Вот знаете, как волк в овечьей шкуре. То есть ждите, девочки, он еще проявится в вашу сторону, да, и как-то будет даже влиять на вашу жизнь. Он все равно тенью будет вас где-то преследовать. Он не может отвязаться. Вы для него психологическая проблема. Еще, девочки, он каким-то пентаклевым выпадает. Я вам скажу, что он как-то вас призывает. То есть он призывает вас либо во сне, либо это даже магические какие-то действия для того, чтобы вас вернуть. То есть смотрите за своим состоянием тоже. Если у вас что-то так вот меняется, да, куда-то не туда, и вы понимаете, что идет какое-то влияние, да, то обратите внимание, что это может быть бывший. Но надо сопоставить некоторые знаки. Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант был. Второй вариант, давайте посмотрим. Вы расстались, и каковы его мысли о вас? Вы расстались, да, он тоже старший аркан, девочки, что в первом, что во втором варианте. Он о вас вспоминает, он любуется, он смотрит на ваши фотографии, либо у него есть какие-то даже видео, или он, девочки, может вживую вас наблюдать где-то, да, то есть он на вас посматривает и видит императрицу. Какая-то женщина, девочки, из кожи вон лезет. Это либо женщина его новая рядом с ним, она хотела бы быть на вас похожей. Либо он постоянно ей говорит о вас, да. Короче, я не завидую той женщине, которая будет у него после вас, если он еще ее не нашел, да. Но прям тут читается, девочки. Вот этот третий старший аркан, императрица, это вы.
И дело в том, что эта карта говорит о том, что он очень еще не скоро о вас забудет. Фишка в том, что он не сможет так быстро о вас забыть, потому что даже следующая женщина, которая будет присутствовать в его жизни или уже присутствует, они перетирают вам кости. И он будет говорить о вас, вот той женщине. И та женщина, девочки, да, я вам скажу, что сразу будет лезть на ваши странички, узнавать о вас, а когда чё, чуть ли не какие вы трусы носили и все остальное, и будет влазить в вашу шкуру, пытаться быть на вас похожей. И я вам скажу, что это очень часто происходит, потому что в моей судьбе были тоже вот последующие женщины моих бывших, да, там где-то слово за слово, все получалось, что они прям тоже меня копировали, понимаете? Я не говорю это, я не рада этому, и мне как-то вот было пофиг, да, но потом уже иногда доходило до таких моментов, что она настолько вот хотела жить моей жизнью или еще чем-то, то прям сама объявлялась и говорила: смотри, я лучше тебя, ведь он тебя бросил. И, короче, знаете, мне тоже хлебом не корми, я люблю так повыяснять где-то отношения, да. И все, думаю, ну ах ты полезла ко мне, ну я тебе сейчас сделаю. И, короче, девочки, вот это вот следующая его женщина, либо та, которой он сейчас находится, либо его новая будет, да, он будет ее прям строполить, чтобы она либо вас за вами повторяла, преследовала вас, все остальное тролливали. Так что ждите большого интереса в свою сторону от его настоящей, либо будущей женщины. Если он сейчас с кем-то встречается, вот та прямо из кожи вон лезет, чтобы быть на вас где-то похожей, девочки. Если это еще и какая-нибудь соперница-разлучница, то, знаете, я сразу скажу, победили вы. Потому что даже, пусть она с каким-то тем мужиком вашим, да, но прям она настолько себя уже устала сравнивать с вами, и все минусуется, потому что вы лучшие. Ну, если это вас успокоит. Давайте посмотрим еще. Вы расстались с ним, и его мысли о вас. Сожалеет очень сожалеет. О, даже вот две карты. О, боже мой, девочки, смотрите, одни мечи повыпадали, да. Очень сильно сожалеет о том, что вы расстались, потому он вот этой, на женщине этой отыгрывается. Он и будет отыгрываться. Вот это я совершенно не завидую его, этой девушке, которая вместе с ним сейчас, после ваших с ним отношений, да. Или та, которая была, девочки, или есть, или та, которая будет, да. Вот прям после вас, потому что он все мозги ей прожужжал вами, какая вы, все остальное. И она пытается уже быть каким-то жалким подобием на вас, да, но все равно выпала королевой, то есть держит где-то, пытается держать какую-то марку, где-то пытается какие-то такие сплетни. Ага, вот, девочки, я вам сейчас расскажу прикол. У меня был бывший, ну это так, в болталочке немножко, да, у меня был бывший. И, короче, бывший он стал, потому что, ну, как-то нас земля это развела. Он уехал в Турцию, а я потом на Тайвань, а я решила, что мне что-то понравился другой, короче, да. И в результате он женился на этой последующей, которая его вытягивала с этой травмирующей ситуации. Что вы думаете? Сейчас она работает в магазине одежды такой известной одной марки, трикотажа обычного, да. И, короче, девочки, иногда я захожу, когда у нее там смена. Я знать не знаю, когда у нее там смена, мне срать, да. Как бы мы лично не знакомы, но каждый раз меня встречают взглядами продавщицы, когда она прям, знаете, ее аж колбасит, когда она меня обсматривает, она что она такая, блин, это вот, как это, понимаете, вот это тот же момент. Она понимает, что я его любовная любовь, понимаете, которая, если он вдруг меня встретит, у него ее Кондратий схватит, ну, ревность будет, хотя это было 100-500 лет тому назад, да, и вот тут такая же фигня, девочки, поздравляю вас, вы победили даже его будущую, вы победили. Давайте еще посмотрим, вы расстались и какие у него мысли о вас. У меня такое чувство, девочки, что
вы с ним еще как-то что-то будете делать. Я вам скажу, что он приползет к вам еще позаниматься с вами интимом. Предложение такого плана от него будет. Сколько бы вы тысяч лет не общались, там идет, девочки, встреча. Возможно, такая нечаянная встреча, либо вдруг ни с того ни с сего вы опять спишетесь, если он находится далеко, да, и там будет нечто такое интимное предложение с его стороны. Но я скажу, что он не останется один, прям не будет биться головой об стену то, что вы расстались, да, будут у него другие женщины, уже есть, но фишка в том, что он просто все уши прожужжит этой женщине о вас. И она будет себя с вами сравнивать. Но и, кстати, вот за счет вот этой женской энергетики, другой, да, почему-то вы еще краше будете. Вот такие вот дела, мои дорогие. Вот такое это было небольшое гадание. Девочки, если что, если хотите посмотреть гадание с мужской точки зрения, заходите на канал Пикового. У меня ссылочка в описании есть. Он сейчас много чего интересного такого повыпускал. А я, например, его гадание, да, смотрю от и до, потому что много чего интересного для себя такого подчеркиваю. Ну, чисто с такой вот, когда он открывается. Об этом мужчины очень редко говорят с женщинами, а вот когда он гадает на таро, такое говорит. Ладно, мои дорогие, все, котики, люблю вас, целую, обожаю, пусть у вас все будет хорошо. Хорош думать об этих бывших, девочки, у нас еще очень много чего надо в жизни сделать с нашими будущими или настоящими. Пока-пока.